Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я хочу познакомить вас с моей новенькой прелестной куколкой, которую мы будем вместе вязать. Куколка получилась не маленькая, ее рост 29 сантиметров. Это, наверное, одна из самых высоких куколок, которые я вязала. У нее идет съемная одежда, съемные туфельки, съемное платьюшко. Вот так выглядит платье сзади. И съемный воротничок. Для воротничка я использовала вот такие потайные заклепки. Пришивные, прозрачные, их даже незаметно, но они очень удобные, мне понравились в использовании. Чуть позже покажу, как они выглядят, где их можно заказать. В общем, все у куколки съемное. Для вязания этой куклы я использовала пряжу Yarnart Jeans. Основной цвет у меня вот такой 0,7. Все цвета я распишу в описании под видео. Так будет всем удобнее, наглядно видно и понятно. Куколка у меня вяжется без каркаса. Единственное, я использую проволоку для укрепления шеи. Вот такая проволока, тоненькая, поэтому я ее использую в несколько сложений. И также потребуется лейкопластырь, чтобы обмотать эту проволоку. Пуговки диаметром 8-10 мм, 2 штучки. Одна вот такая заклепка, потому что самый оптимальный вариант, ее не видно ни с одной стороны. Сейчас покажу, как они выглядят. Я купила просто в обычном рукодельном магазине. Гамма, кнопки, пришивные, пластик. Но можно также вбить на маркетплейсах, Wildberries, Озон, и там, я уверена, они тоже будут. Получается, пришивные. Одна часть идет вот такая выпуклая, и одна часть идет плоская. Сейчас я постараюсь ее найти. Вот такая. Очень удобная в использовании, легко пришиваются и довольно крепко держатся. Крючок использую 2,25 мм, у меня кловер. Наполнитель, ножницы, игла с большим ушком, глазки 10 мм. Если в процессе вязания у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите в комментариях, я всегда стараюсь на них отвечать. На этом все. Приступаем к основной части. Приятного вам вязания! Начинаем вязать ручку с кольца амигуруми. В кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд, второй. Нам нужно провязать подряд 6 прибавок. Это получается, что в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Вяжем в первую петлю первый столбик, в эту же петлю второй. Это была первая прибавка. Дальше в следующую петлю также первый столбик, и в эту же петлю второй. Вторая прибавка. Таким образом вяжем все 6 прибавок. В итоге в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Провязали. Я всегда отмечаю последний столбик в ряду ниточкой контрастного цвета. Следующий, третий и четвертый ряд провязываем по 12 столбиков без накида. Без прибавок, без убавок, просто по кругу вяжем 2 ряда. Провязали. Следующий ряд, пятый, мы вяжем его по-разному для 2 ручек. Сейчас мы с вами вяжем первую ручку, для нее вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше вывязываем пальчик, делаем накид,
В следующую петлю вводим крючок и вытягиваем нить, оставляя петли на крючке. Второй раз делаем накид в эту же петлю, вводим крючок и вытягиваем нить. Тоже оставляем на крючке. И третий раз также в эту же петлю вытягиваем нить. Вот что у нас получается. На крючке сейчас 3 накида и 4 петли. Захватываем нить, протягиваем ее через все петли на крючке. Вот что у нас получилось. Дальше довязываем оставшиеся 5 столбиков до конца ряда. Первый столбик вяжем плотно, чтобы не было дырочки возле пальчика. Провязали первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Закончили, получилось в этом ряду 12 столбиков. Дальше мы по схеме вяжем также по видео эту ручку. После того, как связали первую, возвращаетесь к видео, вяжете вторую, и во второй ручке нам нужно будет провязать пальчик точно так же, а вот количество столбиков между пальчиком будет другое. Я сейчас на экране напишу схему для первой ручки и для второй. Первую мы провязали 6 столбиков, пальчик и 5 столбиков, а на второй ручке мы вяжем 3 столбика, пальчик и 8 столбиков. Это делается для того, чтобы потом при ввязывании ручки окончание вязания у нас было внутри и его не было видно. Все, дальше уже идет все одинаковое для двух ручек, поэтому вяжем следующий ряд. Шестой провязываем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. Первый столбик, второй, вяжем прибавку. Второй раз вяжем также. Первый столбик, второй, прибавка. Так провязываем 4 раза. Провязали. Следующий ряд 7, вяжем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 столбик. В 8 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка 4 раза. Первый столбик, второй, и вяжем убавку. Убавку я провязываю, захватывая переднюю полупетлю. Вот на столбик делится на 2 полупетли, я захватываю только переднюю, первую, и сразу же на крючок вторую. Провязываю их вместе. Так у меня получается невидимая убавка. Дальше вяжем второй раз. Также первый столбик, второй, и провязываем убавку. Два раза провязали, еще 2 раза вяжем также 2 столбика, убавка. В итоге в конце ряда у нас получится 12 столбиков. В 9 ряду провязываем 4 столбика без накида, убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий,
4 и вяжем убавку. И второй раз точно так же. Первый столбик, второй, третий, 4 и убавка. Провязали, получилось 10 столбиков. Следующий ряд 10. Вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Провязали. В 11 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Второй раз вяжем также первый столбик, второй, прибавка. И третий раз вяжем первый столбик, второй, прибавка. И довязываем 1 столбик без накида. Получилось у нас сейчас 13 столбиков. Добавляем наполнитель. Нижнюю часть я наполняю хорошо. Получается, вот наша нижняя часть. Ее я наполняю плотно. Дальше уже добавляю чуть-чуть меньше наполнителя. И в верхней части пока оставим совсем свободно. Следующие 7 рядов с 12 по 18 провязываем по 13 столбиков без накида. Провязали 7 рядов. Дальше вяжем 19 ряд. Провязываем 2 столбика без накида. Первый. Второй. И вяжем убавку. Второй раз вяжем также 2 столбика, первый, второй и провязываем убавку. И третий раз 2 столбика, первый, второй и вяжем убавку. И довязываем оставшийся 1 столбик. У нас с вами получилось сейчас 10 столбиков. Следующий ряд 20 вяжем наоборот с прибавками. 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, в следующую петлю вяжем прибавку. Это мы так делаем локоточек, сгиб на ручке. Дальше второй раз вяжем первый столбик, второй и прибавку. И третий раз. Первый столбик, второй и прибавка. И довязываем 1 столбик до конца ряда. Получилось сейчас снова 13 столбиков в ряду. И следующие 5 рядов с 21 по 27 провязываем по 13 столбиков без накида. Так, мы довязали 5 рядов на ручке. Теперь в следующую петлю провязываем соединительный столбик.
и воздушная петля. Нить обрезаем, вытягиваем. Сильно длинную оставлять не нужно, потому что ручки мы будем ввязывать. Вот что у нас должно получиться. Вяжем точно такую же вторую ручку. Вязание заканчивается на первой ручке с этой стороны, получается с левой, на второй ручке будет с противоположной стороны, из-за того, что мы вязали разное количество в 5 ряду. Дальше мы приступаем к вязанию ножки. На ножке тоже будет отличие в одном ряду между правой и левой, потому что у нас ножка идет с пальчиком. И чтобы пальчик смотрел во внутреннюю часть, что у одной, что у второй ножки, мы будем вязать немножко разные ряды, 7. Сейчас вам все подробно покажу. Для начала одинаково. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Кольцо затягиваем. Теперь сразу же начинаем набирать цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, вот так это выглядит, третья, четвертая, 5. Далее вяжем со второй петли от крючка в обратную сторону. Вот первая, в нее просто невозможно будет провязать столбик. Вяжем во вторую прибавку. Дальше также по цепочке 3 столбика подряд. В первую петлю первый столбик, в следующую второй и в следующую третий. Теперь поплотнее затягиваем петлю на крючке, и следующий столбик мы будем вязать уже в первый столбик на кольце амигуруми. Поэтому подтягиваем хорошо ниточки, чтобы не образовалось слишком большое вот здесь расстояние. Провязываем первый столбик. По кольцу теперь вяжем следующую петлю. Второй столбик, следующую петлю. Третий, также в следующую. Четвертый и в следующую 5. Дальше вяжем по второй стороне цепочки. Провязываем первый столбик. Дальше следующую петлю второй. Следующую петлю третий. И провязываем прибавку. Получается вот наш первый ряд. Мы набрали 5 в кольцо, 5 воздушных петель, прибавка 3 столбика по воздушным петлям, 5 столбиков по кольцу, 3 столбика прибавка по второй стороне воздушных петель. Всего получилось у нас сейчас 15 столбиков без накида. Следующие ряды со 2 по 6, 5 рядов, вяжем по 15 столбиков. В итоге у нас получится вот такая деталь. Я вяжу сразу 2 ножки, чтобы показать вам наглядно, как отличается 7 ряд. Провязали всего у нас 6 рядов, теперь вяжем следующий ряд 7. Для первой ножки, вот которую мы только начали, вяжем в первую очередь. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, сейчас будем вязать поворотными рядами. Вяжем 7 ряд, 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, 5,
7. Воздушная петля, снова поворачиваем вязание. Первую петлю пропускаем, вот она у нас, вяжем со второй. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Воздушная петля. Это получается у нас 8 ряд. 9 ряд. Пропускаем также один столбик во второй. Пять столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем 10 ряд. Вначале пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 10 ряд, 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Провязали первую ножку. Дальше уже у нас ряды идут, как обычно, по кругу. То есть на этом поворотные закончились. Теперь показываю, как дальше вязать вторую ножку. Вот первую мы полностью связали, вернулись в начало видео, провязали точно так же 6 рядов. Теперь вяжем следующий ряд, 7. Получается, смотрите, в первой ножке мы сделали воздушную петлю в конце вязания 6 ряда и развернули вязание. На второй ножке мы, наоборот, не делаем воздушную петлю, просто продолжаем вязать дальше. Провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 и 8 столбик. Все, это единственное отличие. Дальше все так же, как в первой ножке. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Первую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй. Вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Воздушная петля, разворачиваем вязание, пропускаем первую петлю, со второй петли вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Воздушная петля. Снова разворачиваем вязание. Одну пропускаем, вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля, разворачиваем вязание, пропускаем первую петлю, со второй начинаем вязать первый столбик, второй, третий и четвертый. Вот такие у нас получились две практически одинаковые детали. Все, мы провязали 2 ножки, они практически одинаковые. Единственное отличие в этом 7 ряду. У первой ножки у нас получается 10 рядов, у второй 11. Но чтобы не усложнять подсчет дальше и чтобы не отличалась нумерация рядов в первой и второй ножке, давайте мысленно просто будем считать, что и здесь 10. Например, вот здесь 11, мы просто мысленно ряд сразу убираем, получается 10. То есть этот ряд мысленно мы все время не считаем. Дальше вязание идет практически одинаковое. Единственное будет отличие вот здесь в передней части, сейчас в следующем ряду 11. Получается на одной ножке здесь ровно 8 столбиков, а на второй 7. И поэтому на одной ножке мы просто один столбик провяжем в основание, в уголочек. Будет 8.
Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В уголочек сюда в основание провяжем. А здесь полностью раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь полных столбиков. Сейчас в процессе вам покажу. Получается, начинаем вязать следующий ряд 11. Надеюсь, я не сильно вас запутала, но это все делается для того, чтобы пальчики смотрели во внутреннюю сторону. Вяжем следующий 11 ряд. Провязываем 4 столбика по боковой части. Первый, он идет сразу же, где заканчивался до этого. Думаю, вам видно. Следующий второй. Третий. И четвертый. И вот теперь про то, что я говорила. Вот на этой ножке первой здесь идет полностью 8 столбиков. Мы их провязываем просто как обычно, 8 столбиков. А на второй ножке нам нужно будет просто этот первый из 8 провязать в основание. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. 4, 8. Теперь по второй боковой стороне также вяжем 4 столбика. Первый на самом краю, второй, третий, четвертый. И теперь 4 столбика по верхней части. Первый, второй, третий, четвертый. Вот что получилось. Это мы закончили 11 ряд. Вышло 20 столбиков. Следующий ряд вяжем 12. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, следующую петлю второй. И теперь вяжем тройную убавку. Захватываем первую полупетлю, следующий столбик, вторую полупетлю и в следующий столбик третью. Провязываем их все вместе. Это тройная убавка. Дальше по верхней части вяжем, передней части вяжем 6 столбиков. Все, дальше все идет абсолютно одинаковое, что для первой, что для второй ножки. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик. Провязали. Теперь с этой боковой стороны также делаем тройную убавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот что должно получиться. Получается 2 столбика, тройная убавка, 6 столбиков, тройная убавка и 6 столбиков. Вот получилось 16 столбиков. Следующий ряд 13. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 6 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и шестой. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
4, 5, 6 и 7. Получилось также 16 столбиков. Это просто мы сейчас сравняли чуть-чуть обе стороны без соединительных, иначе у нас передняя сторона будет выше задней. Вяжем следующий ряд, 14. Провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Я вяжу очень плотно, поэтому где соединительные столбики тяжело провязывается. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязываем убавку. Убавка у нас находится ровно посередине пятки. И довязываем еще один столбик без накида до конца ряда. Закончили. Получилось 15 столбиков в ряду. По желанию уже можете добавлять наполнитель в переднюю часть ножки. Следующий ряд вяжем практически так же, только вместо убавки у нас будет прибавка. Провязываем 13 столбиков без накида. Это ряд 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вяжем прибавку. Довязываем до конца ряда еще один столбик без накида. Получилось у нас сейчас в ряду 16 столбиков. Следующие 16 и 17, 2 ряда провяжите по 16 столбиков без накида. В 18 ряду вяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 и 13 столбик. Далее провязываем прибавку. И 2 столбика без накида. Добавляем наполнитель в носочек, в пяточку. И следующие 2 ряда, 19 и 20, провязываем по 17 столбиков без накида. В 21 ряду вяжем 13 столбиков без накида.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и 13. Дальше провязываем прибавка 1 столбик 2 раза. Вяжем прибавка. В следующую петлю 1 столбик. Второй раз. Прибавка. В следующую петлю 1 столбик. Получилось у нас в итоге 19 столбиков. Следующий ряд 22, провязываем 19 столбиков без накида. В 23 ряду вяжем 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик. Дальше провязываем прибавку. Прибавки у нас идут ровно сзади ножки, посередине пяточки. И довязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Следующие ряды 24 и 25, всего 2 ряда, провяжите по 20 столбиков. В следующем 26 ряду мы будем провязывать 3 убавки ровно сзади. Поэтому, если у вас ряд заканчивается не там, где у меня он вот с краю, с левой стороны. Если у вас маркер ушел вправо, провязываем дополнительно столбики без накида. Например, у вас маркер вот здесь. Вы вяжете 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик и маркер переносите на последний столбик. Получается, количество петель остается одинаково. Просто потом вы считаете начало ряда уже с первого столбика после маркера. Вот у меня идет 1, 2, 3 и так далее. Начинаем вязать. Вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14. И теперь мы вяжем подряд 3 убавки. Первая убавка, вторая и третья. Провязали, получилось 17 столбиков в ряду. Далее вяжем 27 ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Дальше вяжем убавку. Два столбика без накида. Первый,
и второй. Теперь вяжем подряд 3 прибавки. Они должны находиться ровно посередине. Это у нас коленочка. Первая прибавка. Вторая и третья. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязали, получилось 18 столбиков. В следующий 28 ряд вяжем 18 столбиков без накида. В 29 ряду вяжем наоборот. Там, где были убавки, вяжем прибавки. Провязываем 1 столбик без накида. Вяжем прибавку. Два столбика без накида. Первый, второй. Теперь подряд провязываем 3 убавки. Там же, где у нас были 3 прибавки до этого. Первая убавка. Вторая. И третья. 2 столбика без накида. Первый, второй, прибавка, и 5 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Провязали, сейчас у нас получилось 17 столбиков. Постепенно добавляйте наполнитель, формируйте красиво ножку. Дальше следующий ряд, 30, вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй, провязываем прибавку. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем прибавку. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. И еще 2 столбика до конца ряда. Первый и второй. Следующие ряды 31 и 32 провяжите по 20 столбиков без накида. Вяжем 33 ряд, 2 столбика без накида. Первый, второй. Провязываем прибавку. Далее вяжем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
7, 8, 9. Снова провязываем прибавку. И вяжем оставшиеся 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Следующие два ряда, 34 и 35, провяжите по 22 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд, 36, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и вяжем прибавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10, прибавка. И довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Вот что у нас с вами получилось, такая уже ножка. Следующие ряды с 37 по 40, это 4 ряда, провязываем по 24 столбика без накида. Все, мы провязали эти 4 ряда, всего получается 40 рядов, и на этом ножку мы закончили. Теперь смотрите, что делаем. Это ножка, которую мы вязали первой. То есть вот вы только начали, связали первую ножку. Складываем деталь ровно по отношению к пальчику, к передней части стопы. И на этой первой ножке нам надо убрать лишние столбики, чтобы вязание заканчивалось сейчас вот перед нами с левой стороны. Вот так. То есть мы до конца ряда не довязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Вот пальчик, и вязание заканчивается на стороне пальчика у первой ножки. Вяжем соединительный столбик, воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем. Все, первую ножку мы закончили. Теперь вяжем вторую ножку. Вот вы связали вторую ножку. Сейчас дойдем до конца ряда. Четвертый, это уже 40-й получается ряд. Все, довязали вторую ножку. Также берем, складываем. У второй ножки пальчик с этой стороны находится, и вязание тоже должно заканчиваться с этой стороны. Получается, теперь мы наоборот провязываем дополнительные столбики. Складываем и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков нам нужно провязать на второй ножке. На первой мы не довязали 6, на второй провязали плюс 6. У вас может быть другое количество в зависимости от того, где заканчивается ряд. Но главное, чтобы одна ножка заканчивалась с одной стороны, вторая с другой, с противоположной. Вот так провязали на второй, и теперь нить не обрезаем, оставляем. В следующей части будем вывязывать туловище. На этом пока что все. Увидимся с вами во второй части.